звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Музыка — это мир волшебства. Она развивается вместе с поступью эпохи. Если взять степи Сары-Арка, традиционные песни Житысу, игру на домбре исполнителей Атырау, обжигающие непокорные кюи Каратау и Алтая, все они подвергаются изменениям, проходят испытания временем. Меняется и певец, и сама песня. Однако корни казахской музыки, считающиеся народным богатством, никогда не затеряются. Этноджаз-группа ST Brothers – мир любителей искусства, которые исполняют казахские песни в новом направлении. Бывают песни умные, бывают и пустые, говорил великий Абай. Новую музыку джигитов, связанных родственными узами, можно только поприветствовать, потому что в их музыке присутствует казахская этномелодия. Негізінен ST Brothers тобы В целом, группа ST Brothers с первых дней образования начала работать как группа в стиле этноджаза. Это означает синтез различных двух стилей, точнее синтез нашей казахской этнической музыки и американской джаз-музыки, на стыке которых и родилось новое интересное направление. Поэтому мы с братом нашли, думаю, свой, пусть и нелегкий, но правильный путь в искусстве. Дұрыс бізге қызықты бір жол таңдадық деп ойлаймын. Менің ойымша біз әлі күнге біз өзіміздің мақсатымызға әлде де жартысына да жеткен жоқпыз. По-моему, мы еще не достигли и половины поставленной цели. Мы только-только начали осваивать это искусство. Например, чтобы полностью овладеть джазом, нам нужно время. Я не думаю, что сейчас мы в состоянии как-то удивить зарубежных слушателей, но нашей главной целью было открыть новое направление, новый жанр. То есть это не чистый джаз. С нашим искусством, с нашими песнями зарубежные слушатели уже давно знакомы. Существуют разные ансамбли, которые часто выступают за границей. Мы же хотим по-другому донести казахскую музыку и казахскую песню. Неше түрлі ансамбльдер бар Қазақстанды танытып жүрген шетелге. Біз қазақтың әуенін, қазақтың музыкасын басқаша жеткізгіміз келді. Жүрегіме күн болып егіледі, жібектей шаштарыңа жетпес сөзім, теңіздің толқынындай көрінетін. Жібектей шаштарыңа жетпес сөзім, теңіздің толқынындай көрінетін. Ақ күзген ай, өзің ғана өмірде аңсағаным, кер маралдай керілген көштем ау. Өзің ғана өмірде аңсағаным, кер маралдай. Мөлдір сезімде, егер тыңдасаңыздар, ол жерде заманауи ырғақтар да бар. В песне «Мөлдір сезім» чистое чувство, если вслушаетесь, присутствуют современные ритмы, но наряду с ними звучат и джазовые мелодии. Они слились воедино. Это наша совместная работа. Мы работали с братом. Слова песни «Мөлдір сезім» были интересны для нас. В свое время я был влюблен в одну девочку. Эта песня родилась еще тогда. Позже мой брат написал к ней музыку. Мы поработали над ней вместе, искали подходящий стиль. В первую очередь, это больше песня в стиле джаз-музыки. По сравнению с песней «Мой брат», это произведение больше джазовое. Ең бірінші көбірек джаз стилінде болған ән, осы бауырымға қарағанда, осы «Мөлдір сезім» көбінесе джаз болып келді.
жаз стилінде болды. Кер маралдай келген періштем ау, өзің ғана өмірде аңсағаннан. Кер маралдай келген періштем ай. Қазақтың сол өзінің түп қаймағындағы музыкасының Мы сделали смешение казахской и американской музыки. При этом мы не потеряли красоту, силу, дух исконно казахской песни и классического образца джазовой музыки. жоғалтпай, осы екеуінің қосындысын жасап отырмыз әрине. Жалпы Серік ағаны айтып кетсем, бұл кісі көбінесе менің жағы. Если охарактеризовать моего брата Серика, то он не только мой брат, но и мой учитель, мой наставник. Мы работаем вместе. Вообще, когда я пишу песню, я смотрю на нее современным взглядом. А мой брат, он придерживается старинного народного стиля. И эта особенность, присущая каждому из нас, слившись, помогает нам в работе. Стильді ұстанып жүрген адам негізі. Сол екеуміздің сонымыз ән жазған кезде көмектеседі. А в настоящее время музыка достигла такого уровня развития, что любители искусства чувствуют необходимость новаторства в музыке. Кто привнесет новое, тот и может рассчитывать на победу. Это свойственно не только казахской музыке, но всему миру. Казахский этно-джаз-стиль – это новая музыка, никак не отдалившаяся от традиционной музыки. В песне хорошо слышны глубокие переливы национальной музыки и богатство звучания припева. На первый взгляд кажется, что мелодия чужда казахской музыки, но мелодия энергичная, а в ней проявляются яркие звуки традиционных песен житысу и сарыарки, а в ней присутствуют качества нашей музыки петь высоким голосом, а также традиции, свойственные нашей народной песне. Жайқалып жатыр жайлауы жасыл, бал болып белләй ойнауы асыл. Бала боп басқа шаттықтың нәзі, туған жер сенің төріңде жатыр. Туған жер бағым, арайлы таңым, сағынып тұрған жадырап жаным. Сақтап сенен, алыста жүрсем, тербедің мені, жүректе әні. Туған жер өркен самал үйніккен, қызғалдақ гүлі жайнаған көктем. Қырларың еткен, тұлпарлар тепкен, елдерің әсем, бейітің әсем. Ақжауы себелі, туған жер бағым, арайлы таңым, сағым боп тұрған жадырап жаным. Сақтап сенен, алыста жүрсем, тербедің мені. Әр әнді таңдамас бұрын өте көп іздегенбіз. Мына әндеріміздің 90% десек болады, 90% бізде жаңағы өзіміздің авторлық әндер.
Прежде чем выбрать песню, мы ее долго ищем. 90% наших песен — это авторские песни. А в целом многие слова принадлежат Тохтару, а я занимаюсь композиторством. Еще когда группа не была создана, мы поставили перед собой цель — найти каждой песне что-то свое, необычное, но приятное для восприятия. В каждую песню мы вкладываем воспитательную направленность. Наши песни в основном адресованы молодежи, поэтому если вы внимательно прислушаетесь к нашим песням, то кроме этно-джаза вы найдете нечто необычное. Словом, когда человеку нравится, пусть это наша казахская музыка, возможно использование казахских музыкальных инструментов. Это означает, что слушатель почувствует и воспримет из песни все положительное, что в ней заключено. Әйтеуір сондай бір жағымды дүниелерді өздеріне қабылдап алып отырады деген сөз. Туған жер әніне келсек, бұл ән негізінен бізде туындауына бір 3 айдай уақыт кетті бұл ән. Если говорить о песне «Туганжер», то на создание этой песни мы затратили 3 месяца, потому что песня действительно рождалась трудно, требовала большого поиска. Потому что именно после этой песни мы повернулись лицом к новому направлению. Словом, до этой песни наше направление было этно-джаз, и эта песня показала направление к новому пути. После исполнения этой песни мы зазвучали, можно сказать, по-новому. Мы сумели защитить наше авторство на направлении модерн этно-джаз. И сейчас наше основное направление — это и есть модерн этно-джаз. Одним словом, мы работаем в матч-стиле. Групп, работающих в этом стиле, пока у нас в стране нет. Но мы планируем развивать этот стиль, продолжать работать и пропагандировать его среди народа. Қазіргі ұстанған бағытымыз осы модерн этно-джазда, қысқаша айтқанда матч стилінде деп айтамыз. Бұл стильде жұмыс істейтін қазіргі кезде топтар әзірше жоқ. Демек, бірақ ойымызда осы стильді әрі қарай дамытып, жалғастырып, халыққа насихаттау деген ойда жүрміз. Туганжер – Родина. Что может быть дороже Родины? Пульс песни «Туганжер» в исполнении братьев Серика и Тохтара бьется по-своему. А в мелодию вплелись традиционные переливы, свойственные казахским терме. Чтобы передать великое чувство любви к родине, надо целиком погрузиться в песню. Петь сердцем – это ценное качество ребят. А писать эти песни – это свидетельство их таланта композиторства. Причина отсутствия в стране певцов в стиле этно-джаза – это, очевидно, нелегкий путь. Песня «Туганжер» – произведение, в котором отчетливо выступает стиль молодых людей, наших героев. С моим младшим братом мы научились играть на домбре еще в раннем детстве. За это мы благодарны своим родителям, потому что с самого рождения они давали нам возможность слушать традиционную казахскую песню. Кюи. Все это впиталось в наше сознание. Они вырастили нас увлеченных искусством, то есть казахской музыкой. Нам хотелось показать уровень нашей казахской музыки, что на казахских инструментах можно исполнять и джаз-музыку. То есть показать, какая музыка под силу нашим казахским инструментам, что в казахских мелодиях присутствует импровизация, что и в казахской музыке есть антиаритмия, которая больше свойственна музыке в стиле джаз. То есть показать точки соприкосновения двух миров. Надо уметь показать это, представить это всему миру, надо донести по-новому. К тому же зарубежных слушателей может удивить только новое, необычное. И сейчас мы стараемся создать это новое в музыке. Великий акын Макжан Жумабаев писал как-то: «Я верю в молодежь. И в искусстве, и в жизни немало девушек и юношей, которые не боятся нести на себе груз ответственности. Искусство этим и ценно. Соединить казахскую домбру с джазом и ввести в песню, украсить ее нежным звуком сабызгы – это может быть достигнуто только музыкантами, которые стремятся делать открытия и находятся в творческом поиске. Мы желаем, чтобы путь искусства Серика и Тохтара был просторным». Музыка дегеніміз бұл мен үшін бір қызықты, бір тылсым дүние секілді. Себебі кезінде жаңағы есімде бар. Для меня музыка очень интересный и чарующий мир, потому что я еще помню, как перед поступлением в консерваторию я испытывал много трудностей. Я слышал, что путь искусства – это трудный, тернистый путь. В школе таких трудностей не доводилось испытывать.
Признаюсь, попав в неожиданно трудные моменты жизни, мне даже хотелось бросить музыку. Почему я говорил о таинстве музыки? Ведь даже если бросить музыку, она будет звучать повсюду. Мелодии захватывают тебя, твою душу. Следовательно, с детства, приобщившись к музыке, ты заболеваешь ею. Поэтому мне музыка этим и ценна. Можно сказать, что она мой друг по жизни. кішкентай кезімнен бастап осы музыкамен қатты ауырады екенсің. Демек, мен үшін осы музыка өте қымбат, өмірлік менің досым деп айтса да болады.